Всех приветствую, дорогие друзья! Не так давно в обсуждениях затрагивалась тема важности мнения окружающих. Одним людям мнение окружающих очень важно, другим совсем не важно. От этого зависит, спокойно или эмоционально вы воспринимаете критику. Я решила разобраться, от чего это зависит, является ли зависимость от чужого мнения недостатком и можно ли с этим как-то побороться. Блогеры и чужое мнение. Во многом я буду опираться на свой опыт, а он у меня не совсем обычный. Я блогер. Блогеры получают гораздо больше оценок и мнений, чем среднестатистический человек. Часто зависимость от чужого мнения является профдеформацией блогеров. Когда что-то пишешь или говоришь, всегда думаешь, как это воспримет широкий круг людей. И блог учит думать даже о тех людях, с которыми ты не сталкиваешься в реальной жизни. Но я, например, знаю, что триггерит даже трансгуманистов. От того, как тебя оценят, действительно зависит твой успех и твои просмотры. Придерживать свое мнение и резкие формулировки полезно для блога, но, честно говоря, я не уверена, что хорошо для самого блогера. Немного завидую тем, кто пишет и говорит все, что приходит в голову. Такое могут себе позволить те, кто равнодушно относится к реакциям. Потому что все мы знаем, что реакции точно будут. Чем более яркое и радикальное высказывание, тем более резкие будут реакции. Усредненная травоядная позиция, в которой нет четкого мнения, всегда воспринимается куда более позитивно. И вот если блогер хочет такой яркой индивидуальности, ему нужен ресурс, чтобы перерабатывать все негативные оценки. Так что я, честно говоря, заинтересована в этом навыке. Связь с интеллектом. Давайте поговорим о том, связана ли зависимость от мнения окружающих с низким интеллектом. Как-то принято считать, что если у тебя есть мозги, то нет необходимости опираться на эмоции. Ты можешь все оценивать холодно с точки зрения логики. При принятии решений ты не учитываешь первобытные инстинкты и импульсы. Если ты достаточно умен, ты не прислушиваешься к людям, которых не уважаешь, но с радостью принимаешь критику от тех, кого знаешь и уважаешь, потому что такая критика очевидно полезна. Если ты туповат, то таких простых вещей не понимаешь и блуждаешь в этой жизни, как в темном лесу. Для того, чтобы понять, справедливое ли это утверждение, можно обратиться к житейскому опыту. Всегда ли самые уверенные в себе люди являются самыми интеллектуальными? Встречались ли вам наглые и беспардонные, но при этом глупые люди? Видели ли вы когда-нибудь красивую девушку, которая считает себя уродиной? Да, думаю, все такое видели. Так что иногда неуверенность в себе не зависит от набора достоинств человека. Эмоции также присутствуют у очень разных людей, и у умных, и у глупых. Эмоции часто зависят от химического баланса в организме. Кто-то выпьет и становится агрессивным, а у кого-то проблемы с щитовидной железой, и он плачет без повода. Болеют ли депрессией умные люди? Да, болеют, хотя, казалось бы, грустить нелогично, лучше радоваться и смеяться, но в жизни не все так просто. Вот, с тем, что не все так просто, я думаю, мы определились. Дальше я полезла по всему интернету искать, что по этому поводу думают психологи и другие специалисты из разных областей. Наткнулась на интересное понятие, о котором раньше не слышала. И это внутренняя и внешняя референция. По этой классификации люди делятся на два типа. Одни с внутренней референцией, другие с внешней. Как я поняла, такие понятия используют те, кто работают с персоналом. Люди с внешней референцией опираются при принятии решений на окружающих, с внутренней – на свои умозаключения. В тех статьях, что я читала, пояснили, что нет плохих типов, нет хороших типов, и тот, и другой тип людей – ценные работники. И я такая: о, круто, сейчас мне расскажут о преимуществах того типа людей, к которым я отношусь, мне не надо в себе ничего менять, я просто буду использовать свои сильные стороны.
Сама же я все время думала, что в этой черте характера, которая заставляет ориентироваться прежде всего на мнение окружающих, есть какой-то эволюционный аспект. Очевидно, что когда-то давно, чтобы выжить, людям обязательно было сбиваться в сообщество, и не влиться в сообщество означало умереть. Ну вот такой я человечек, у меня эта полезная когда-то черта выкручена на максимум, да, ну как у некоторых людей слишком сильный страх крови тоже. Ну и вот этот атовизм как бы мешает в современном мире, когда опасности куда меньше, в такой тревоге нет никакой необходимости, ну вы поняли. Но в этих статьях так глубоко в начало времен копать не стали. Все оказалось просто. Внешняя референция поможет в любых делах, где важна точная исполнительность. Это уборщики, курьеры, продавцы-кассиры. Люди с внутренней референцией легко и быстро принимают любые решения, поэтому хорошо подходят на руководящие посты. Действительно, нет плохих и хороших типов, ага. Такой расклад, признаюсь, меня немного отрезвил. Это только еще больше убедило, что внутренняя референция – это не особенность, а серьезный недостаток, мешающий развиваться. Дисклеймер. Я хорошо отношусь к любым профессиям, но одни люди объективно зарабатывают больше, чем другие. И я тоже, как и все, хочу зарабатывать больше, а не меньше. Спасибо, что не осуждаете. Да и вопрос здесь не только и не столько в деньгах. Очевидно, человек, опирающийся на чужое мнение, будет более тревожным. Людям, опирающимся только на себя, живется комфортнее и спокойнее. Низкая самооценка дает окружающим возможность контролировать нашу жизнь, наше самочувствие. Не хотелось бы давать такую власть незнакомым людям. Поэтому давайте сосредоточимся на том, как эту свою уязвимость можно поменять и можно ли вообще. В поисках панацеи и утешения для всех, кто не может забыть об осуждении окружающих, я нашла, по-моему, очень неплохой психологический инструмент. Называется он «самосострадание». Автор этого понятия – психолог Кристин Нефф. Чтобы лучше понять, что это, нужен пример. Представьте, что вы рисуете довольно серьезную работу с дедлайном, и когда почти закончили, проливаете на нее чай. Какие первые слова вы скажете себе в своей голове? Это действительно могут быть разные слова, но у какого-то довольно значительного количества людей это будет жесткое самоуничижение. Дура, растяпа, о чем думала, когда ставила эту кружку, тупица. С тобой больше никто не будет работать, они ошиблись, заказав у тебя работу. И еще удар ладошкой по лбу, как телесное наказание, да? А теперь представьте, что друг при вас попал в такую же неприятность. Вы скажете ему что-то такое же, подойдете к нему, толкнете и назовете рукожопом. Вы вообще можете себе представить, что по отношению хоть к кому-то будете настолько злобным? Другу вы, наверное, скажете не так. Вы скажете: так, стоп, что случилось, уже случилось, переживать поздно. Давай подумаем, что с этим делать, можно ли перенести дедлайн. Если нельзя, ничего, сейчас вместе позвоним, объясним, извинишься. Такое бывает, это форс-мажор. Вот эта разница отношения к другу и к самому себе и должна вам указать на уровень вашего самосострадания. По идее, к себе нужно относиться так, будто вы сами себе друг. Логично же? Вы же не враг себе. Причем сравнивать нужно именно с другом, потому что часто к близким у нас тоже не самые лучшие отношения, они воспринимаются как часть нас самих. С друзьями мы бережнее, они все-таки убежать могут, да? Почему самокритика вредна? Психологи утверждают, что ряд исследований показали, что самокритичные люди гораздо чаще совершают попытки самоубийства. Чувство стыда и никчемности может привести к обесцениванию себя до такой степени, что это подавляет наш самый основной инстинкт – желание остаться в живых. Самокритика считывается телом как нападение. Это приводит к повышению кровяного давления, адреналина и кортизола. Вы начинаете чувствовать стресс, беспокойство и нервозность. Но нападение в данном случае происходит с вашей же собственной стороны. Исследования показывают, что два способа отношения к себе активизируют
активизирует разные области мозга. Самокритика имеет тенденцию активизировать области мозга, связанные с обработкой ошибок и решением проблем. Сострадание к себе активизирует области мозга, связанные с положительными эмоциями и сочувствием. В итоге вы выбираете либо ощущение спокойствия, удовлетворенности, доверия, защищенности, либо чувство тревоги при самокритике. Как практиковать самосострадание? Во-первых, это бережное отношение к себе, как я уже говорила. Относитесь к себе так же, как к своим друзьям. Старайтесь наедине с собой не ругать себя, а поддерживать. Не посыпать голову пеплом, а искать решение неприятной ситуации. Прощать себя, прощать себе. Второе. Мы считаем, что у нас все должно быть хорошо и правильно. Вопреки всякой логике, нам кажется, что у всех остальных все в полном порядке. Это не так. Со всеми происходит несчастье, и все допускают ошибки, и иногда чувствуют себя неадекватными. Понимание этого позволит вам быть к себе, по крайней мере, более объективными. По сути, это о том, что ваши ожидания от самих себя не должны быть завышены, ваши цели должны быть реальны. То есть нужно уходить от максималистских формулировок, либо все, либо ничего. Нужно быть гибче. Половина результата – это тоже успех. И в-третьих, предполагается осознанность, которая включает в себя такие практики, как медитация и подобное. Тут мы подбираемся, конечно, к довольно щекотливому моменту. Самосострадание – это часть позитивной психологии, которая подвергается критике. Именно оттуда черпают свое вдохновение все наши инфо-цыгане, да? Они постоянно говорят про осознанность. Поэтому прям закапываться в это я бы не стала. Там есть практики, которые мне кажутся смешными, глупыми. Это там, знаете, какие-то аффирмации, постановки какие-то театральные. Но вот именно эту часть, где предлагается себя прощать и не ругать себя, я бы взяла на вооружение. Мне она понравилась. Мне кажется, что этот момент не совсем бесполезный, так скажем. Как перестать беспокоиться о чужом мнении? Принять все стороны себя может быть непросто, но именно с этого начинается уверенность в себе. Когда мы принимаем себя такими, какие мы есть, мы обнаруживаем, что нам больше не нужно одобрение или мнение других, потому что мы знаем правду о себе, говорит клинический психолог Кристина Хиберт, доктор психологических наук. Это как раз про то, что завышенные требования к себе только разрушают. Если вы сами знаете свои слабые стороны, принимаете их, прощаете их себе, наверное, критика посторонних людей уже не так ранит. После того, как вы приняли свои слабые стороны, обязательно нужно найти сильные и сосредоточиться на том, в чем вы хороши, с чем вы хорошо справляетесь самостоятельно. А еще на том, чего вы уже достигли. Спросите себя, чем я больше всего горжусь. Можно прям составить список из того, чем вы больше всего гордитесь. Да? Это должно поднять самооценку, мне кажется. Если говорить о моем личном опыте, оглядываясь назад, я вижу, что пыталась понравиться людям, когда это было совсем не нужно. Слишком много времени уделяла тем, кто в моей жизни появился всего на один раз и исчез. Это и про деловые какие-то переписки, контакты, и типичное желание понравиться, знаете, друзьям друзей. Просто куча вежливых контактов, одолжений, которые я сделала для тех, кто в моей жизни не сыграл никакой роли. И стоило ли так распыляться, спрашивается. Нет, конечно, не стоило. Но мне казалось очень важно выглядеть и быть хорошей вот такой девочкой. Давайте приведу пример из жизни. У меня была подруга, на которую, нужно сказать, я смотрела с завистью, потому что у нее как раз была 100% уверенность в себе и железобетонные личные границы, что называется, где сядешь, там и слезешь. Потом она пошла к психологу с запросом, как бы это странно ни звучало, на личные границы, потому что сейчас всем нужны именно они, это такая модная штука, конечно, все хотят себе личные границы, даже те, у кого они уже есть.
Ей посоветовали, тоже, мне кажется, какой-то стандартный такой совет, удалить большую часть друзей из контактов, включая, естественно, меня. И еще ей посоветовали там в довесок еще перестать общаться с родителями, потому что они, очевидно, рудимент, больше ей никак не нужны. Я вам скажу так, по ту сторону психотерапии находиться неприятно. Тебя выкидывают из жизни как какой-то вот такой мусор, да? Тоже самооценке не способствует. И вот сейчас спроси меня, ты зачем вообще на нее свое время тратила? Вот ни зачем, хотела понравиться, вот такая я терпила. И вот что спрашивается, понравилось? Очевидно, что нет. Хотелось быть хорошей, быть принятой. А тут получился обратный эффект, когда чувствуешь, что тебя отвергли. По сути, получаешь то, от чего ты больше всего бежишь. Если бы я отказывала ей тогда, когда мне того хотелось, вела себя исключительно так, как мне было комфортно с ней, да, то есть не шла ей на уступки, не расстилалась перед ней, никак не присмыкалась перед ней, мне вот было бы так неприятно, когда она в одностороннем порядке прекратила общение. Да нет, мне было бы глубоко все равно. Я бы тогда на нее плевала, и когда она меня удалила бы из друзей, я бы тоже на нее плевала. А сейчас мне неприятно. Вот вообще, знаете, мне бы хотелось вернуться во времени и показать ей фак. Вот я сейчас показываю ментальный фак. Вот, чуть-чуть полегче от этого. Хотя надо было не так действовать, конечно. Ну ладно, ну что уж теперь. Так вот, поэтому для меня вывод такой. Стремясь быть принятым, мы становимся более уязвимыми. Пытаясь угодить всем, ты просто как будто работаешь на чужое самомнение и ничего не делаешь для себя. Угождая другим в ущерб себе, ты только унижаешь себя. Нет смысла в том, чтобы пытаться нравиться другим людям. Это пример из личных отношений. Но и на другие сферы это тоже распространяется. Раньше я вообще отвечала на все предложения о заказах и работе. Их было очень много, они были все от очень разных людей. Иногда были совершенно бредовые, то есть на них вообще не надо было никак отвечать, никак реагировать. Зачем-то я вступала в объяснительные переписки, вот объясняя, почему отказываюсь, и делала это максимально вежливо. По большей части, по крайней мере, в начале работы, да, когда я только начинала работать, я общалась с неадекватными людьми. Но поскольку они технически входили в такую группу, как заказчики, я считала своим долгом быть максимально профессионально, вот такой вежливой. Сейчас я могу не ответить на письмо, даже когда мне пишет какой-то адекватный, нормальный менеджер. И я это делаю просто потому, что знаю, что ему мой отрицательный ответ не нужен. А если нужен, я не хочу просто тратить на это время. Даже полминуты. Я просто даже не хочу что-то там формулировать. Это вот мои маленькие успехи в заботе о себе и поливании на других. Вот. Я стараюсь, да. Это моя психотерапия личная. Мне кажется, никому от нее неплохо. Но передо мной все еще длинный путь. Стоит признать, что в работе я лучше буду использованной, чем наглой. То есть я предпочитаю ситуации, когда сотрудничество со мной выгодно в большей степени партнеру. Это дебильнейшая установка, которая мной до недавнего времени даже не осознавалась, но покопавшись в себе, я поняла, что больше всего я боюсь услышать: ты не заслуживаешь такой оплаты, ты вообще не заслуживаешь оплаты, посмотри на себя, никчемыш. Так что вот, я выбираю быть использованной. И если проанализировать, почему я это делаю, какая выгода в том, чтобы быть использованной. Быть использованной — это благородно. Тебе сочувствуют, все плохие, ты хорошая. Тебе не скажут, что ты неадекватно заламываешь цену, что ты там неизвестно что о себе возомнила. То есть выбор из того, чтобы быть переоцененным и недооцененным. Но вот я выбираю быть недооцененной, лишь бы не поругали. И знаете, когда ты недооцененный, это вроде как у тебя больше достоинств получается, да? А переоцененный, ты какой-то лох, да, ты какой-то вообще бездарь. Если уж совсем углубляться, да, и копаться в моих каких-то плохих сторонах, темных, да, то я могу сказать, что я делаю этот выбор еще и для того, чтобы в случае чего иметь возможность поругать заказчика, чтобы и у меня была такая возможность его чем-то попрекнуть потом.
Я вот сейчас стараюсь быть с вами максимально честной, иначе не будет никакого смысла в том, что я рассказываю вот эти примеры. Я просто вот так я в себе копаюсь, раскапываю какие-то вот негативные свои стороны для того, чтобы осознать, что-то с ними сделать, понятное дело. И мне кажется, так все должны искренне с собой беседовать иногда, да, себе признаваться в чем-то, это нормально абсолютно. Я тоже не ангел, тоже играю в эти вот дурацкие игры, имею какие-то вторичные выгоды, да. Главное это все вовремя осознавать и как-то с этим бороться. Так, пока я все это писала и читала, я поняла, что не может быть универсального рецепта, чтобы перестать искать одобрение у окружающих. По крайней мере, потому что у каждого эта проблема имеет индивидуальный характер, разную выраженность. Когда я начала разбираться конкретно с собой, я, честно говоря, думала, что дела у меня обстоят хуже, да, что я какой-то вообще забитый человек, пропащий, какой-то вообще, на мне просто крест стоит. Но сейчас я понимаю, что все не так плохо, и есть много вещей, которые я делаю весьма себе правильно, и движусь, в общем-то, в правильном направлении. Также поиск собственной опоры в чужих мнениях имеет еще и разные причины. С ними тоже хорошо бы разобраться. То есть у каждого какая-то будет своя причина, и кто-то может быть не такого широкого десятка, но все равно как-то засматривается на чужие мнения, опирается на них. Приведу свой собственный пример, как единственный мне доступный. Уж простите мне, что я постоянно привожу собственные примеры. У меня паника от советов под руку. Вы можете подумать, что это касается советов во время рисования, но на самом деле нет. Меня больше всего раздражают советы во время готовки и каких-то вот других бытовых дел. Раздражают прям до паники. Уровень тревоги сильно повышается, вплоть до того, что меня как бы парализует. Я готова закончить работу и передать ее советчику. Я поняла, что с этим реально хорошо бы разобраться, потому что это мешает мне жить. Стала вспоминать, когда впервые почувствовала это, и, конечно, это было в детстве. Я была неуклюжая, по крайней мере, так говорила мама. Я вообще до сих пор в это верю, считаю себя неуклюжей, но в основном неуклюжесть сейчас проявляется, когда я волнуюсь. Все из рук начинает валиться. И вот у нас дома разбить посуду являлось каким-то диким грехом и поводом для настоящего скандала. С тех пор я боюсь что-нибудь разбить или споткнуться, там, чтобы что-нибудь у меня упало. А когда муж бьет стакан, я всегда автоматически говорю: ничего страшного, новый купим. И я вижу, что он даже не понимает, почему я это говорю. Очевидно же, что ничего страшного, что такого, стакан упал. Но мне-то не очевидно, мне это приходится проговаривать. Я к чему это говорю? Важно понять, кому принадлежит критический голос в вашей голове, а он кому-то принадлежит. Когда что-то идет не так, и вы сами себя обвиняете, вам может казаться, что за этим никто больше не стоит. Это вы сами себя ругаете, да? Но есть кто-то, чьими словами вы себя ругаете. И это не обязательно родители, это может быть учитель, бабушка, там старший брат. И они не обязательно злодеи, плохие люди. Они не обязательно помнят, что нанесли вам какую-то травму. Просто в определенный момент вы что-то могли принять очень близко к сердцу. Доставайте это, проговаривайте, переживайте и выкидывайте. Это вам больше не нужно. И еще, мне хотелось бы затронуть тему экспертности в интернете, потому что есть люди, которые отчаянно пытаются влиять на наше мнение. И я бы хотела, чтобы мы им не поддавались. Довольно долго на самом деле меня впечатляли комментарии и посты в интернете от экспертов. Причем экспертов во всем. Астрономия, сольфеджио, карбюраторы. На каждую из этих тем может быть записана 40-минутная голосовуха одним и тем же человеком. Он во всем разбирается. И мне сдается, что экспертность как качество часто зависит от того, опирается человек как раз на собственное мнение или ему важно мнение окружающих. Человек, опирающийся на себя, совершенно точно уже эксперт в чем-то. Он не тревожится о том, что в общем с ним пространстве может оказаться тот, кто разбирается в вопросе лучше. Он сможет убедить всех, что это не так, что это на самом деле он разбирается лучше всех, вообще во всем.
Если он и допускает какие-то ошибки, то не признает их. И в крайнем случае, если уж совсем его припирают к стенке, он просто сливается с темы, да? В экспертности, даже необоснованной, есть большие преимущества. Например, можно продавать курсы, инфопродукты, книги. Вот обычно это делают именно такие очень-очень уверенные в себе люди. Потом, с такой жизненной позиции всегда легче устроиться на работу. Приведу пример. Есть два человека. Один честно скажет, что не владеет каким-то вопросом и отсеется на стадии собеседования, а другой соврет, что это не проблема и пройдет дальше. Он предположит, что, возможно, во всем разберется на месте. Может разберется, а может не разберется. Шанс 50 на 50. Но у того, кто сразу сказал, что чего-то там не умеет, шанс всегда нулевой. Есть еще те люди, конечно, которые приходят на собеседование с нужными компетенциями, но это уже редкость, давайте будем честны. Да? Обычно компании завышают требования, и люди врут о своих возможностях. Таким образом, работу должен практически всегда получить тот, кто врет. А разница между этими двумя соискателями только в том, что один боится осуждения, если обман вскроется, а другому плевать. Ему не будет стыдно. Если что, он просто пойдет на следующее собеседование и все. Казалось бы, это должно людям помогать устраиваться на хорошую работу, но я знаю много случаев, которые это опровергают. Вот полетет человек, вроде хорошо полетет, да, вроде вот сидят все с открытыми ртами, слушают. Ну, а разные обстоятельства мешают успеху, так что не завидуем, у всех свои недостатки, свои проблемы. Какое-то время назад меня перестали впечатлять такие специалисты во всем. Если раньше они мне казались такими непостижимыми Остапами Бендерами, то теперь я знаю, что их поток сознания основан не на знаниях, а на смеси из обрывков чужих там рассуждений где-то на форумах, в соцсетях, собственных фантазий и маниакальной уверенности в себе, на которой все и основано. Если нет знаний в каком-либо вопросе, не грех промолчать, это нормально. Я лично снимаю с себя вину за то, что в чем-то не разбираюсь, и вам не советую себя винить. И еще помните, мнение другого человека не является фактом, даже если этот человек очень уверен в себе. Не позволяйте на себя давить. Безапелляционный стиль высказывания в виде приговоров – это не повод доверять, наоборот, это повод насторожиться. Вы часто можете видеть такой стиль повествования в обзорах на фильмы, например. Так вот, все обзоры на фильмы – это вкусовщина, даже если там вот человек буквально плюется в камеру и говорит, какой шлак этот фильм, а какая выгребная яма там показана на экранах, да, не будет лишним, знаете, самостоятельно посмотреть этот фильм и сделать свой вывод, исходя из своих каких-то предпочтений. Лучше учиться ценить свое собственное мнение, пусть оно там какое-то не такое цветистое, не такое там эффектное, но это будет полезнее. Тем более, если это мнение о вас самом, кто о вас знает больше, чем вы сами. Если идти от обратного, вы же видите, что люди, которые опираются на мнение окружающих, всегда имеют заниженную самооценку. Люди, которые опираются на себя, чаще имеют нормальную или завышенную самооценку. Это означает, что никто за даром ваше эго подпитывать не будет, никто в этом не заинтересован. Нужно позаботиться об этом самостоятельно. Такая опора, в принципе, она не берется ниоткуда. Иногда она, конечно, появляется естественным образом в детстве, когда, если, на самом деле никогда, а если ребенка поддерживают родители, если он чувствует такой защищенный тыл, если он чувствует, что его, безусловно, любят не за что-то, а просто по факту его существования, он гораздо увереннее в себе. Я, например, это замечаю на детях. Если родители дают много ребенку, много любви ребенку, это всегда видно. Он всегда гораздо увереннее в себе, гораздо спокойнее, ему гораздо проще развиваться. Но не у всех была в детстве такая роскошь. Поэтому я вас призываю, если у вас такой роскоши не было, если вам сейчас опереться не на что, то вы можете опереться на самого себя.
Теперь ваша очередь быть своими любящими родителями. Не будьте теми родителями, которые на вас кричали. Станьте для себя другими родителями, хорошими, да, на которых вы можете опереться. Вот. Я надеюсь, что я сейчас была для вас хоть немного полезной или развлекла вас, может быть, натолкнула на какие-то полезные мысли. Всем спасибо, что были со мной сегодня, и всем пока!